Привет, привет, неунывающие аудиолюбители. Edifier внял вашим мольбам и разработал и произвел следующую ревизию, новую версию сверхпопулярной трехполоски модели Edifier R2750DB MK2. Как всегда, для этого у них были веские причины, тонкие расчеты дела маркетинга и новые плюшечки от инженерного цеха. Для тех, кто спешит, я коротко изложу, чем отличаются эти модели и что у них общего. Итак, если коротко, что изменилось? Появился HDMI, столь желанный многими аудиолюбителями. Bluetooth версии 6 с multi-point connection, другие динамики, все три, другая начинка, более современная, разумеется, другие параметры, другие габариты, мы об этом еще поговорим. Повыше Hi-Res Wireless, то есть беспроводной Hi-Res. KONX, поддержка приложения KONX от Edifier. Появились пресеты. Что же осталось? Остался бренд, трехполосный концепт, раздельная цифровая фильтрация и усиление по полосам, классический дизайн, формы, цвет, вид, актив-пассив, то есть одна колонка активная, другая колонка пассивная. А остался выход на сабвуфер, и пульт DU тоже остался. И наверняка вас умилят некоторые подробности, которые я изложу в этом обзоре. А сначала давайте я покажу вам, во-первых, что, собственно, пришло. Вот, извольте, Edifier MK2, цвет, орех и так далее. Давайте распечатаю эту упаковочку и начнем. В коробке оказалась еще одна коробка. Не будем унывать, продолжим. В этой коробке оказалось не еще одна коробка, а как раз то, что мы так долго все ждали. Ну что ж, давайте поближе немножко. Комплектация. Кабель, очевидно, питания, съемный кабель питания. Набор кабелей. Тоже вызывает много вопросов у зрителей, аудиолюбителей. Но он содержит, оказывается, пару батареек, видимо, для пульта дистанционного управления, кабель мини-джек на 2 RCI, не золоченый, видимо, попроще, это не лакшери серия вам, нам. Переходник с мини-джека на 2 RCI. И соединительный кабель уже вот в таком формате, не такой, как был в первых моделях, там типа 2700. Напомню, что много контактов необходимо для того, чтобы соединить активные пассивные колонки с колонкой, каждый динамик со своим усилителем непосредственно. Ну и вот это что? Пардон. Это грили. Почему они отдельно, я еще не знаю, но я докопаюсь до истины. Текстиль. На просвет так не очень, но нет, просвечивается немножко. Такое. Хорошо. Ну, пакет тут грили, понятно. Мануал. Вы видите. Я не буду его зачитывать. Его можно найти в сети. Кабель оптический. И пульт дистанционного управления, который мы рассмотрим, видимо, в течение обзора. Такая массивная. Я думаю, что она такая тяжелая, эта коробка была. Я еле допер, честно говоря. И вот перед вами две. Очевидно, что две колонки. Даже не знаю. Вот активная, вот с нее и начнем тогда. Вещь тяжелая, поэтому будем разбирать ее прямо по месту. Вот перед вами эта красавица. Давайте я здесь приберу и вернемся к обзору. Вот, дорогие друзья, перед вами это колоночка активная. Состоит комплект из пассивной и активной колонки. Это активная, в которой находится электроника, блок питания, управление, коммуникация, управление.
И вы видите на фронтальной панели, как обычно, как в прототипах, 3 динамика: низкочастотный, среднечастотный и высокочастотный. Все динамики новые, другие, не те, которые использовались в предыдущих моделях, как то R2700, R2730, R2750 и R2850. Тоже я упоминаю по той простой причине, что они все имеют общий концепт. Это архиважно. От этого зависят и возможности колонки, и технические, и творческие в том числе. В частности, вот трехполосный дизайн с активным кроссовером на аудиопроцессоре реализован во всех этих моделях, но несколько по-разному, с несколько иными динамиками. Вы видите все перед вами. Что я хотел бы отметить, что, предваряя вопросы некоторых аудиолюбителей, среднечастотный динамик заключен в отдельный бокс, то есть это такой стакан из картона плотного, какого-то материала, напоминающего картон, с которой с задней стороны его изолируют от других динамиков, и к нему подходит проводок, подводящий к нему аудиосигнал, который, собственно, он и воспроизводит. Это архиважно, потому что динамики не должны работать в одном объеме. Тем более динамики, воспроизводящие разные регистры звука. Вот это вы видите датчик пульта дистанционного управления. Допускаю, что здесь будет индикация режима работы. Я еще не включал, не знаю. Давайте рассмотрим дальше эту модель. Да, снизу тут резиновые ножки такие, давайте я вам покажу, которые предотвращают скольжение. Панель вы видите с несколько скошенными углами. Это скорее больше для дизайна, однако и уменьшает как-то влияние бафла. Переотражение от передней стенки. Правильно я поставил? У меня такая полочка узковатая для этой огромной акустической системы. Кстати, о габаритах. Не хотелось бы вас перегружать ненужной информацией, однако чем больше колонка, тем проще и дешевле из нее получить качественный звук. В этом плане, чем больше колонка, тем, скажем так, она лучше. Грубо совсем. Если в одной ценовой категории взять, будет именно так. Поэтому это небольшая колонка, это очень маленькая колонка. Моя колонка, вы видите, стоит, она больше раза в 2. И занимает место примерно столько же, на стойке тем более. Я бы мог их 3 поставить в высоту, и тоже бы они занимали ровно столько же места. То же самое со столом рабочим, на котором могут стоять эти акустические системы. Они занимают какую-то площадь, но стол обычно, даже мой вот этот столик, который вы видите, на нем стоит куча чего, там и проигрыватели, усилители, какие-то цицульки мои любимые, тоже хватает места. То есть я не понимаю, зачем на этом экономить. То есть я бы не рекомендовал на этом экономить. Ладно, это так грустно. Это порт фазоинвертора ясен-красен, то есть тот самый порт, который формирует звучание этой акустической системы в низкочастотном диапазоне. Далее регуляторы. Уровень, он же переключатель входов. Дискретный такой, без ограничения, то есть многооборотный, другими словами, потому что процессор управляет этим процессом, простите за тавтологию. И переключение источников тоже с помощью этой ручки. Любопытно, но некоторые пользователи, годами владея моделью, например, Edifier R2700, были просто поражены, когда узнали, что можно было входы переключать не с пульта дистанционного управления, а просто нажатием на регулятор громкости. Это, современная эту технологию можно назвать, там было лет 20 назад, 25. А сейчас это, обычная реальность, Вот. Бас, регулировка баса со средней точкой хорошо выраженная, и высоких частот регулировка тоже хорошо выраженная. Пределы регулирования здесь указаны плюс-минус 6 дБ, что чинно, благородно и по-домашнему, потому что регуляторы типа плюс-минус 12, плюс-минус 18 дБ, которые просто хоронят звучание в своих диапазонах, это удел неприличной техники. Это, такое, знаете. Лейбочки Hi-Res аудио и Hi-Res Wireless аудио. Об этом мы еще поговорим. Он немножко даже покруче, чем, не немножко на порядок покруче, чем был у прототипа 2750. Входы Line-In, то есть аналоговые входы. Вход оптический, вход коаксиальный, вход HDMI и RC.
тот самый HDMI, о котором просили аудиолюбители, и который, как я полагал, отсутствовал у эдиков по причине каких-то лицензионных заморочек. Я не уверен, это моя идея, то есть предположение. Разъем для подключения того самого кабеля дивного для подключения второй колонки. Пассивные, то есть это активное, то пассивное. Вот так оно включается. Так выключается кабель питания и включатель питания. Вот джентльменский набор способностей, возможностей этой акустической системы. При включении питания мы видим вот такую вот заставку. И загорается индикация линейного входа, аналогового, разумеется. Однократным нажатием на регулятор громкости мы переключаем активный вход. Только вы видите HDMI, последовательность оптика, коаксиал, Bluetooth и Line-In. А вот пресеты переключать можно или с пульта, или из приложения Edifier ConX. Давайте ознакомимся с параметрами этой системы, указанной производителем. А заодно сравним эти параметры с параметрами прототипов. Вот перед нами параметры этой акустической системы, заявленные производителем. Давайте посмотрим материал, подготовленный в том числе и отделом маркетинга и инженерным цехом, что довольно полно характеризует эту систему. Видите, заявленные 144 ватта. Много это или мало на обе колонки? Об этом еще немножко поговорим. Вот подчеркивается трехполосный дизайн и процессорное управление всем трактом. Заявлены Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless. Наличие порта HDMI. Наличие Bluetooth версии 6 и LDAC. Поддержка. Это на радость андроидным владельцам. Выход для подключения активного сабвуфера имеется в этой модели, как и во всех последних моделях трехполосок от Edifier. Пульт дистанционного управления и поддержка Edifier ConX Application – это, пожалуй, самое основное, что нужно знать об этой системе. Тут перечисляются использованные динамики, например, 7-дюймовый басовик, 4,5 дюйма mid-range и 1-дюймовый шелковый купольный твиттер, диффузоры динамиков басового и среднечастотного. Я бы характеризовал как абсолютно новые, безусловно, разработки с металлизированным покрытием. И это все питается усилителями класса D полной мощностью 144 ватта. И что достаточно для озвучения, как считает Edifier, больших пространств. На мой взгляд, не остались колонками мультимедиа, не нужно на них возлагать неоправданных надежд, но это мой совет. Возможно, я не прав. Аудио высокого разрешения здесь описывается еще раз, может кто-то не понял с первого раза. HDMI с ERC поддержкой, то есть передавать можно звук с телевизора через этот интерфейс на эти колонки. У многих телевизоров нет оптического входа, поэтому это удобно. Вообще набор входов. Линейный вход аналоговый, оптический и коаксиальный, и HDMI, конечно. Выход на сабвуфер, подключение пассивного, в частности, громкоговорителя, подключение кабеля питания и включатель питания. Все здесь многократно описывается. Кто не понял еще описанные детали использованных кодеков. Предлагается различная интерпретация этого всего, что написано. Выход на сабвуфер, конечно, значительно расширяет возможности этой акустической системы. То есть, как на этой картинке, они предлагают использовать сабвуфер в таком комплекте с этими колонками. Это, безусловно, на октаву вниз увеличит диапазон частот этой акустической системы. А так-то управление, как мы говорили, как я вам показывал на живой колонке, имеется регулятор громкости, он же селектор каналов, селектор входов, извините.
регулятор баса, регулятор высоких частот с диапазоном регулирования плюс-минус 6 дБ. Ну и пультик вот так вот изящно выглядит. К нему я еще немножко вернусь. Эффекты кастомные, то есть пресеты. Вот 4 их перед вами, я вам тоже это покажу. Ну, расширяют возможности оперативного изменения баланса звучания колонок под тот или иной стиль музыки или ваш вкус. Также имеется возможность при использовании DeFi Arcona X использовать настройку более тонкую эквалайзером, которую вы видите здесь перед собой. Да, вот описан DeFi Arcona X Application, где взять и как пользоваться. Ну и вот спецификация, собственно, цифры, которая характеризует эту систему. Это усилители для твиттеров имеют по 12 Вт, mid-range по 20 Вт и вуферов, низкочастотных динамиков по 40 Вт. При этом используется 7-дюймовая длинноходная вуфер range, 6,5 дюймов mid-range и 1-дюймовый ширококупольный твиттер, диапазон частот заявлен как 45 Гц, 40 кГц. Откуда здесь взялись эти 40 кГц, для меня загадка, но очень хорошо, что я могу сказать. Входы перечислены, Bluetooth-версия перечислена, вот SBC, если кому нужно, если кто пользуется. Для них это важно, безусловно, потому что не все андроиды, знаете. Вот чувствительность по входам, эта цифра означает, насколько громко будет звучать подключенный сигнал к тому или иному входу. Вот размеры колонок, очень многие люди интересуются, они практически одного размера обе, пассивная и активная, и вес 16 килограмм. Но если вернуться к сравнению этих двух акустических систем с предыдущими, с прототипами, вы видите вот различия по мощности, например. Некоторое преимущество имеет новая система перед старой. Хотя я, честно говоря, не разделяю этой радости, что с 14 Вт увеличилась мощность среднечастотного динамика до 20, зато низкочастотного уменьшилась по сравнению с этим. Это абсолютно ни о чем не говорит, потому что это всего лишь расчетная мощность усилителей. А при этом сколько реально скармливается динамиком, тут неизвестно. Ну, в частности, если сравнить с 2850 моделью на порядок более, скажем так, глубокой, она построена на базе 8-дюймового динамика, то у нее вот 14, 16, 45 Вт используется усилители. Но тоже это не говорит о том, что она, допустим, будет звучать громче или тише. Ну, например, если сравнить звучание этой модели, или этой модели все равно, с, например, S3000, у нее сколько там мощности на каналах? 120, по-моему, 120 Вт. Да, 120 Вт. Значит, если сравнить, сколько, например, мощности будет развивать вот эта система на 2 кГц. Оказывается, 16 Вт. А S3000 сколько? 120. Значит, какая будет громче звучать? Возможно, та. Но я не знаю. Точно, потому что это зависит от чувствительности использованных динамик. Поэтому игра цифр вот эта, в частности здесь, между прочим, наши сегодня рассматриваемые модели, динамички выглядят как довольно такие мягенькие среднечастотные, с более глубоким подвесом широким, чем прототипы, и тем более, чем вот эти. Здесь вообще жесткий подвес, если вы помните, у среднечастотных динамиков. Поэтому чувствительность я допускаю, что у 2750 новинки будет поменьше, чем у тех, и поданные туда 20 Вт, в общем-то, уйдут в компенсацию, на компенсацию этой самой чувствительности. Ну, вот еще различия, я показывал это вам уже прежде. И такие дела, мои хорошие. А теперь предлагаю вам посмотреть на организацию резонатора этой акустической системы порта фазоинвертора с динамиком. Вот перед вами импеданс вуфера. Вы видите, его частота настройки я бы оценил как 35-34 Гц, скорее всего.
Вот график импеданса твиттера с резонансом около 1,5 кГц. И вот кривая импеданса mid-range среднечастотного динамика, напомню, заключенного в свой закрытый небольшой корпус с резонансом около 200 Гц, чуть больше. Давайте их изобразим на одном полотне, так сказать, чтобы оценить всю картину целиком. Вот примерно так это выглядит. Вот вуфер, вот среднечастотный динамик, и вот твиттер. Все выглядит весьма убедительно и хорошо. Однако вот есть у меня такое большое желание сравнить настройки резонатора в этой модели и прототипов. Для этого я отдельно себе скопировал, допустим, 2750 на самом деле. Это здесь ошибка просто. И если сложить с вуфером этим, то получится ой-ой-ой, мама дорогая, как говорится. То есть наш новенькая модель с настройкой в 30, как я сказал, грубо 5 Гц, отличается от прототипа с настройкой в 50 Гц. Но очень сильно. Также у меня есть график настройки R2850. Вот где она, вот она. 2850 с настройкой 40, грубо там 2 Гц, не знаю. Вот если это все богатство разложить на одном графике, мы увидим, что наша новая колоночка с этими новенькими динамиками, непонятными диффузорами, невиданными нами с вами прежде, имеет настройку куда ниже, чуть не в октаву от прототипа младшенького, вернее, самого старшенького, и прототипа крупненького, пухленького, назовем его так. Это говорит о многом. То есть я лично склонен ожидать от звучания этой системы довольно глубокого, насыщенного и сочного звучания, несвойственного, скажем, 6,5-7 дюймовым басовым динамикам, больше свойственного 8 и более громоздким решениям. Кстати, давайте-ка глянем, как в этом случае поведет себя выход на сабвуфер этой акустической системы. Раз она так глубоко копает, зачем ей сабвуфер? Хотя это другой вопрос. Я хочу показать вам, как реагирует низкочастотный регистр этих колонок при подключении сабвуфера. То есть при обычном течении звучания без сабвуфера АЧХ колонки событийно в моем произвольном месте комнаты, к тому же без порта фазоинвертора, выглядит АЧХ ее вот так. А если подключить сабвуфер механически, просто разъем, любой, даже не подключенного саба, АЧХ кардинально меняется и приобретает вот такую вот форму в низкочастотной области. Интересует, разумеется. Давайте сравним. Я вам покажу различия. Очевидно, что саб-ин это с сабвуфером, а лайн, очевидно, что это линия без сабвуфера. То есть огромная 10 дБ, более 10 дБ обрезается даже на 80 Гц, где-то примерно, ну, тут, можно сказать, из 200, но на самом деле, конечно, в минус 3 дБ это где-то там 150 Гц. Вот такая вот история, друзья мои. Ну, кстати, уже раз мы сюда зашли, давайте посмотрим вообще АЧХ, которая я снял с этой акустической системы. Ну, например, тембр низких частот минимум и максимум выглядит вот так вот. Тембр высоких частот минимум и максимум выглядят так, если их сложить опять же для наглядности. Видно эти самые плюс-минус 6 дБ, которые заявлены производителем. Вот такая вот история. Предлагаю вам посмотреть на АЧХ, который я снял в ближнем поле. Это такой условный метод снятия АЧХ, однако по которому можно судить о частотах сшивок, частотных полос, которые применен в этой системе. Прошу обратить отдельное внимание на крутизну этих сшивок. Они недостижимы при пассивном разделении полос, то есть при традиционных обычных кроссоверах, которые я, например, использую в своих домашних колонках. Это цифровое деление, цифровыми фильтрами. Более того, производитель уверяет, что фазолинейными фильтрами. Итак, перед вами АЧХ вуфера. Вот АЧХ мид вуфера, то есть среднечастотного динамика. Посмотрите, какая невероятная крутизна ската. И где-то здесь вот крутизна твиттера, можно было ее, кстати, рескельнуть, чтобы не мешало нам развлекаться. Там, допустим, 500, 1800, ну, пускай будет 800 Гц.
Вот так будет симпатичнее. И давайте, да, еще есть порт. Где-то есть порт. Вот он порт. Допустим, вот давайте их сложим и посмотрим, как все это выглядит вместе. Вот, пожалуйста. Возможно, некоторые нестыковки в том плане, что размещение микрофона вблизи от диффузора, а я снимал с расстояния примерно в 6 сантиметров, 5, 6, 7, даже, может быть, я линейкой не мерил, делал это, в общем-то, на глаз. А здесь очень большое значение имеет именно это самое расстояние. Поэтому, вероятно, это все должно вытянуться в линию. Вот, и в том числе порт фазоинвертора, и обеспечить тот самый диапазон, который гарантирует производитель. Правда, что тут за 20 кГц творится, я не знаю. У меня микрофоны работают до 20. Кто интересовался, вот АЧХ выхода на сабвуфер. Что я могу сказать от своего лица по поводу этих нововведений? Все, что перечислено, кроме новых динамиков, соответственно, резонатора, я полагаю, настроенного конкретно под этот излучатель, не сказать, что все остальное мне не нужно. То есть вообще. И платить за это я бы не хотел, честно говоря. Мне не нужен ни HDMI, ни оптика, ни коаксиал. Я сторонник аналогового тракта. Вот тут люди спрашивали, вот нужно ли колонки там какой-то, можно ли колонку такую-то к виниловому проигрывателю подключать. Можно и в зеленый цвет даже покрасить ее еще при этом. Но резон в этом небольшой. Поэтому и у меня резон небольшой. Я люблю большие колонки. Я люблю виниловый тракт. Здесь у меня пластинки. Там, все. Однако слушаю в основном я цифровую музыку в лайт режиме. Таком, знаете. У меня вот такая заморочка. У кого-то другая заморочка. Тонко слушается в звуке. У него оттуда кровь льется и пот, а он все равно слушает. Каждый по-своему к этому относится, поэтому ни критиковать я не буду, ни рекомендовать тем более. Одно могу сказать точно, что эта акустическая система, эта модель, это МК-2 конкретно имеет право на существование. Это нормальное решение, то есть действительно продвинутое. Эдифайеры меня не любят теперь почему-то. И не дали схем на эту штуку, чтобы я смог ее оценить. Но хотя, с другой стороны, я инженер-акустик, я вряд ли смогу оценить схему, которая полностью построена как цифровой тракт. Это вообще не мое Я бы мог просто прочитать описание использованной той или иной микросхемы, того или иного аудиопроцессора, преобразователя, и на основании этого косвенно сделать вывод, что да, вот это вот хорошее, вот это вот АЦП, вот это вот ЦАП. Но это будет довольно наивно. Поэтому предлагаю и себе, и вам оценивать эту акустическую систему как есть. То есть вот есть черный бокс, черная коробка, или вот волну, вот это вот цвет. И принять результат. То есть оно может понравиться, может не понравиться. Я еще не знаю. Я ее включу, погоняю, протестирую. Потом дам вам послушать там то, другое, третье что-нибудь. Чисто через YouTube, чтобы вы какое-то отдаленное представление получили бы об этой акустической системе. Ярче всего, хотя, конечно, и вовсе не объективно, можно оценить звучание колонок на примере барабанов. По крайней мере, многие любители ритмичной музыки так полагают. Давайте послушаем мой старый набор треков на этой акустической системе. Впоследствии будем сравнивать ее звучание с другими моими же записями. И попробуем сделать свои выводы. Я приложу все усилия, чтобы линейно, предельно качественно записать этот трек. Сперва сниму АЧХ вместе записи, добьюсь максимальной линейности этой АЧХ, а потом только сделаю эту запись. Я вообще скептически отношусь к этой записи, однако надо хоть что-то показать, дать послушать, поэтому я ее буду делать. Но в надежде на понимание, что это просто, как я говорю, вы
голос Васи от голоса Феди можете отличить, если они будут говорить в разных помещениях? Можете. Ну, я рассчитываю на тех людей, которые голос колонок могут отличить в том или ином, в тех или иных условиях. Я понимаю, что это некорректно для какого-то объективного теста, но нам не нужен с вами объективный тест. Он покажет, что эта колонка в разы хуже там какой-то известной качественной модели из Hi-Fi, High-End линеек, серьезных систем домашнего аудио. Но мы же должны учитывать формат, прежде всего, габариты и цену этой акустической системы для того, чтобы дать ей окончательную суммарную оценку, такую кумулятивную. Я бы рад получить эту модель. Может быть, сниму еще какое-нибудь видео про нее, пока она у меня здесь. Засим пока. Auf Wiedersehen, дорогие друзья.